Смертоносный Эверест в коммерческий туристический аттракцион, где люди буквально стоят в очередях. Кажется, что на Земле не осталось белых пятен. Но что, если я скажу вам, что прямо сейчас на нашей планете существуют две точки, куда физически не может попасть ни один человек? И дело вовсе не в отсутствии экипировки или финансирования. В 1980-х годах профессиональные экспедиции столкнулись там с тем, что ломает любые законы физики. Их приборы сходили с ума, а люди теряли рассудок. А на другой вершине руководитель экспедиции, находясь всего в 50 метрах от абсолютного триумфа, внезапно отдал приказ бежать вниз и до конца своих дней категорически отказывался говорить о том, что именно пугающее он увидел на пике. Добро пожаловать в архив теней. Сегодня мы сойдем с протоптанных троп и разберем тайну двух самых жутких непокоренных вершин Гималаев. Приготовьтесь, этот спуск будет холодным. Наша первая остановка – закрытое королевство Бутан. Здесь возвышается Канхар-Пуэнсум. Ее высота превышает 7500 метров. В наши дни, когда альпинисты покорили почти все восьмитысячники планеты, именно эта гора остается самой высокой непокоренной точкой Земли. Почему? В 1980-х годах власти Бутана ненадолго открыли гору для иностранных восхождений. Туда сразу же отправились 4 профессиональные, превосходно экипированные экспедиции. Они думали, что продумали все до мелочей. Но как только альпинисты пересекли невидимую границу, началось необъяснимое. Все без исключения группы столкнулись с пугающей чередой фатальных сбоев. Надежные альтиметры внезапно начали выдавать неверные данные, путая высоту. Идеально ясная погода за считанные минуты сменялась ураганным бураном. Но самое жуткое происходило с самими людьми. Самые опытные проводники теряли ориентацию на знакомом рельефе. Карты словно переставали совпадать с реальным ландшафтом, вводя людей бесконечными кругами, а альпинисты сталкивались со странными галлюцинациями. Ни один человек так и не смог добраться до пика. Местные жители веками верили, что высочайшие горы — это священная обитель божеств и древних духов, которых нельзя тревожить. И после серии этих пугающих, мистических неудач правительство Бутана приняло беспрецедентное решение. Из уважения к местным верованиям гору Канхар-Пуэнсум полностью закрыли для любых восхождений навсегда. Сегодня эта вершина остается девственной зоной, огромным белым пятном на карте, которое человечество вынуждено обходить стороной. Но давайте на минуту прервемся. Как цифровые криминалисты и исследователи, мы должны задать вопрос: можно ли объяснить это научно? В медицине есть понятие, известное как синдром третьего человека. Выше отметки в 8000 метров начинается так называемая критическая зона смерти. Там кислорода настолько мало, что человеческий организм начинает медленно отключаться. Мозг, страдающий от острой гипоксии, начинает играть с альпинистами в страшные игры. Физически закаленные люди регулярно сталкиваются с совершенно необъяснимым явлением. Они ощущают присутствие невидимого спутника. Это не просто мимолетная галлюцинация. Фантом идет рядом шаг за шагом, словно делит палатку во время бурана, дает четкие советы или будет, не давая уснуть на критическом морозе. Неврологи списывают это на колоссальный стресс. Возможно, именно гипоксия и свела с ума экспедиции на горе Канхар-Пуэнсум. Звучит логично, если бы не одно большое «но». Следующая история ломает любые медицинские объяснения, потому что человек, с которым это произошло, был абсолютно вменяем. Переносимся в центральный Непал. Здесь над всем горизонтом доминирует гора Мача-Пучари. За свою уникальную раздвоенную вершину она получила прозвище «Рыбий хвост». Для местного населения это священная обитель бога Шивы.
и любое вторжение на вершину считается абсолютным осквернением святыни. Официально на ее пик не ступала нога ни одного человека в истории. Но в 1957 году британская экспедиция под руководством легендарного полковника Джимми Робертса получила от короля Непала беспрецедентное разрешение на восхождение. Было лишь одно строжайшее условие – они не имеют права касаться самой высшей точки. Команда прошла через невероятные испытания буранами и сложнейшим ледяным рельефом. Они подошли к пику на расстоянии всего около 50 метров. У них были все ресурсы, силы и идеальная погода, чтобы сделать эти последние шаги и навсегда войти в историю. Но внезапно Робертс замер. Он долго смотрел на пик, а затем отдал жесткий приказ разворачиваться и уводить группу вниз. Вы можете сказать, он просто сдержал свое слово, данное королю. И это правда, Робертс был человеком чести. Но главная загадка кроется в его поведении после экспедиции. Этот разговорчивый и открытый исследователь до конца своих дней категорически отказывался обсуждать с журналистами те финальные часы на горе. Когда его спрашивали, почему он развернулся без единой тени сожаления и почему его лицо каменело при упоминании Мача-Пучари, он молчал. Он навсегда забрал с собой тайну о том, что именно пугающее он увидел у самой вершины. Сразу после этой экспедиции правительство навсегда закрыло гору для любых альпинистов. В 21 веке мы привыкли думать, что мир стал прозрачным, что любую загадку можно решить с помощью спутников, дронов или ДНК-анализа. Мы уверены, что природа полностью подчинена нашему контролю. Но Канхар-Пуэнцум и Мача-Пучари стоят как немые ледяные памятники нашей гордыни. Они напоминают нам, что в мире все еще существуют древние силы, зоны и тайны, которым человечеству вход категорически запрещен. И, возможно, молчание Джимми Робертса – это самое главное предупреждение для всех нас. Некоторые двери лучше никогда не открывать. А как думаете вы, что именно увидел британский полковник в 50 метрах от вершины? Напишите свои версии в комментариях. Не забудьте подписаться на архив теней, нажать на колокольчик и поставить лайк, если хотите больше историй, от которых стынет кровь. Берегите себя и помните, некоторые тени лучше не тревожить. До встречи!